Хей, всем привет, я Химит Пич, я художница, и у меня есть Инстаграм, поэтому подписывайтесь. А в целом, сегодняшнее видео как раз-таки из-за него. Я просила вас написать под постом ваших любимых селебрити, и вы это сделали. Я рандомно выбирала комментарии, и мне выпала Сабрина Карпентер, надеюсь, я правильно произнесла имя. В целом, это американская актриса и певица, поэтому, если вы ее знаете, то, пожалуйста, напишите, потому что мне очень интересно. Я вот, например, особо как-то даже не вспомнила, кто это. Если вы не знали, то многие фотографии я ищу на Pinterest. Если вам интересно, у меня есть там профиль, я там сохраняю то, что мне понравится. Так что можете зайти на мою доску Humid Peach и поглядеть и сохранить себе кое-что интересное. В целом, конечно, я могу покомментировать процесс, но не знаю, будет ли это супер интересно, и в любом случае я не буду сильно увлекаться. Первое, что я делаю, это намечаю какой-то силуэт, контур. Это в самом начале просто поможет мне как-то ориентироваться на листе бумаги, не потеряться, ну, как-то так. О, дисклеймер. Если будет не похоже, то, ребята, это нормально, потому что я в своих работах почти никогда не гонюсь за похожестью, несмотря на то, что я попросила вас говорить своих селебрити. Это не означало то, что я буду их копировать и так далее. Я просто решила поискать себе дополнительные, фотографии, с которых я буду рисовать. Например, я могла бы выбрать какую-то обычную скучную фотографию, где она на подиумной дорожке смотрит прямо в камеру. Хотя тут она, конечно же, смотрит в камеру, но смотрите, как она загадочно сделала пальчик. Но в целом мне просто понравилась картинка по атмосфере, в том плане, что цвета, хоть я и рисую в графике, но мне понравилась композиция с домиками, и в целом очень приятные цвета действительно картинки. Возможно, даже когда-то сделаю это в цвете, но это просто графичная работа, и все. Вот. Это дисклеймер для всяких зануд, которые любят писать в комментариях и постоянно у них какие-то претензии. Все, чуваки, я с вами не разговариваю. Мы отошли немного от процесса, но, как вы заметили, я наметила линиями, где будут находиться глаза, нос и так далее. Я примерно это расчертила без линеечки и начала рисовать и прорабатывать детали. Все это я делаю на глаз, примерно как всегда. Как мне кажется, я уже на том этапе, где я наметила в основном все линии, которые нужно было, и теперь могу спокойно начать штриховать и наслаждаться работой. И вообще, наверное, вам будет интересно, а может быть нет, вы это обязательно скажете в комментариях, поговорить на тему того вообще, как это рисовать с фотографий, можно, нельзя и стоит ли это делать. Как художник, который является самоучкой и в то же время человеком, который закончил художественную школу, я хочу сказать, что фотография, конечно же, не должна являться единственным средством, с которого вы будете рисовать. И я не хочу говорить в том, что типа вы не научитесь фотографии рисовать и так далее. Нет, вы научитесь как раз-таки любой опыт, любая практика, она важна, и она в любом случае вас учит. Но когда вы рисуете с фотографии, вы, наверное, больше пытаетесь не повторить, хотя там тоже есть такой момент, а именно как-то понять. И вы просто в целом начинаете видеть этот мир по-другому, потому что когда вы рисуете с натуры, ваш мозг и ваши глаза, они начинают работать совсем по-другому. Они начинают видеть те моменты, которые вы не увидите на фотографии никогда. И именно этот момент вам будет помогать рисовать с фотографий так же, как и с натуры, потому что вы будете просто знать, что хоть на фотографии этого нет, но оно есть. Я не знаю, возможно, вы будете не согласны со мной, но мне кажется, это реально будет очень полезный опыт, если вы будете рисовать и с натуры, и с фотографий. Я, на самом деле, не считаю зашкварным рисовать с фотографий, и никогда не считала, и не буду считать, потому что, мир движется всегда вперед, и почему не пользоваться теми возможностями, которые у нас есть? Ведь теперь не обязательно ехать в Африку, фотографировать, не знаю, обезьяну, чтобы нарисовать обезьяну. Можно просто ее нарисовать. И не обязательно ехать на селебрити, какие-то шоу, чтобы сфотографировать селебрити или попытаться нарисовать ее быстренько. Вы можете открыть интернет и найти эту фотографию, нарисовать своего любимого героя. Почему нет? Я знаю, что есть люди, которые считают зашкварным рисовать с фотографии, они считают, что нельзя научиться, это вообще не показатель какого-то навыка и так далее. То есть, если ты рисуешь фотографии, ты автоматически становишься никем, с рисовщиком и не художником. Но я хочу сказать, что это клевета и полная ложь и чушь, потому что, если вы не знали, то многие художники из современности особенно, даже те, кто рисует с натуры море, они, конечно, путешествуют, они рисуют море с натуры, но иногда они сидят в своей студии и берут фотку из интернета или собственную фотографию, которую они сделали когда-то там, у какого-то моря, и рисуют с нее.
Но из-за того, что у них есть тот самый бэкграунд, тот опыт, который они получали за все это время, они могут нарисовать это море так же, как они бы рисовали это с натуры. Но тут будет просто разница в ощущениях и в том, что ты будешь не у моря, а у себя в студии. Многие художники в наше время как раз-таки используют фотографию как помощника. Они придумывают собственные идеи, они пытаются их реализовывать, запечатлеть на снимок, и потом они переносят это все на холст. Конечно, кто-то там может сказать, что типа это уже не искусство. Но кто это говорит? Без понятия. Так как я наблюдаю за многими художниками и порой замечаю некоторые детали, например, то, что художник рисовал с фотографии, но этого совсем не видно. Ну, например, я знаю этот референс, я вижу, где что он исправил, но подписчики никогда не догадываются, что типа художник нарисовал по фотографии, они думают, что типа он придумал сам, и начинают, грубо говоря, идеализировать все это. Мне на самом деле не нравится вот какая-то идеализация, и когда начинают просто превращать человека в какого-то идола и в совершенство. Из-за этого могут просто другие художники получать буллинг и хейт в свою сторону. Примеры я не буду сейчас приводить. Но я просто закончу сейчас свою мысль насчет фотографий. Многие современные художники делают самостоятельно фотографии, также ищут фотографии, и из всего этого они делают то, что они делают. Вот. Если вы даже этого не знаете, они, скорее всего, просто не показывают, потому что такое показывать не принято, если честно. И, наверное, я считаю это правильным, потому что как-никак, хоть и сейчас все доступное, но мне кажется, творчество должно быть оставаться немного загадочным каким-то, наверное. Вот. Но я, как художник, если буду такое делать, то, наверное, я не буду особо делиться этим, что я и делаю. Не хочется мне мусолить эту тему на 15 минут, поэтому, надеюсь, вы поняли примерно мое отношение к этому. С фотографии рисовать можно, с натуры тоже. Делайте, что хотите, короче. Вот, весь вывод. Если у вас есть какое-то противоположное мнение или вам есть что сказать, добавить, то я с удовольствием почитаю ваши комментарии. А сейчас я включу приятную музыку, поэтому наслаждайтесь спидпейнтом, но не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, мне будет очень приятно. В описании под видео вы найдете все ссылки. Thank you.